наклоняемый немного наклонился и начал выпускать политзаключенных. А на саммите ШОС что-то случилось. Что это было? Давайте разбираться. Привет, с вами Данута. Только 2 июля Лукашенко заявил о том, что вскоре могут выйти на свободу некоторые тяжело больные противники режима, как на следующий день стало известно об освобождении ряда политзаключенных. Среди них бывший председатель партии БНФ Григорий Костусев. А менее чем за неделю до этого официальный Минск обменял 5 политзаключенных граждан Украины. Менять людей на свое выживание – известное диктаторское хобби, о котором мы слышали не раз. Выглядит так, будто к празднику диктатор-благодетель решил устроить помилование политзаключенных. Но я совершенно не верю, что у кровавого маньяка осталась хоть капелька совести и человечности. Проблема заключается в том, что коричневого страха в штанах растолстевшего старика, видимо, полно. Страх – единственное, что влияет на принятие насекомым решений и отлично работает, как и всегда. Многие смеялись над санкциями, которые принял ЕС против режима Лукашенко, но кнут начинает действовать. Кажется, этот кнут оказался мощнее всех пропагандистских телепередач. И, вероятнее всего, официальные санкции – это только вершина айсберга. Самой вероятной причиной освобождения людей стало то, что во время недавней встречи президента Польши Анджея Дуды и китайского лидера Си Цзиньпиня были также озвучены не самые приятные вещи для усатого таракана. Вероятно, речь шла о том, как раздавить его без следа на ботинке. Поэтому, как только насекомое ощутило, что приветы, которые передаются, совсем не шуточные, началось хаотичное движение в разные стороны. Видимо, в своем тараканьем мире он осознал, что когда свет включается, бежать нужно быстрее. Вот и пришлось ему быстро что-то решать и показывать западным странам, что он таки готов разговаривать и о чем-то договариваться. Правда, поздно идти на переговоры, когда с тобой никто уже не собирается их вести. Остается договариваться о скидке на билеты в Гаагу. Я, как и все белорусы, очень рада новостям о освобождении наших героев-земляков, но только полное освобождение Беларуси от узурпатора сможет принести свободу на нашу землю. Ничто так не украшает нашу страну, как отсутствие диктатора. А пока нужно продолжать давить на зажравшегося таракана, усиливать санкции, добиваться для тирана статуса международного преступника и выдачи международного ордера на арест. Как по мне, Лукашенко знает, что его ожидает в конце пути, но отчаянно пытается спастись. Конечно, спасение утопающего узурпатора – это поиск ближайших соратников. Поэтому он так рьяно пробует объединиться с другими диктаторами. Например, 4 июля в Астане в начале заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сокращенно ШОС, были подписаны документы о присоединении Беларуси к организации. Да ладно, ШОС и Лукашенко в нашей стране уже давно единое целое. Так вот, Беларусь в ШОСе – это как вечеринка любителей проигранных войн. Все участники знают, что финал будет одинаково печальный для всех. Кроме того, саммит ШОС чуть не стал для белорусского ШОСа пророческим. По информации источников телеканала «Дождь», Лукашенко стало плохо сразу после прибытия в Астану 3 июля, и даже на следующий день он выглядел бледным и говорил неуверенно. Как видим, Лукашенко напоследок окончательно решил пойти против истории и цивилизованного развития собственного народа и присоединил страну к азиатскому миру. Конечно, цивилизация – это для слабаков, сильные идут своим путем. Участники парада празднования в Минске только подтверждают этот тезис. Приехали лучшие из лучших. В параде приняли участие военные расчеты из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Беларуси. Набор друзей впечатляющий. Даже Армения, союзник из пока еще существующего ОДКБ, решила, что есть вечеринки повеселее. Лукашенко не смог собрать даже дюжину гостей, но мы еще обязательно увидим праздник настоящей независимости, которым будет назван День освобождения страны от тиранов и узурпаторов. А пока нас еще ждут шоу, где диктаторы прикидываются людьми. Подписывайтесь, здесь мы следим за этими клоунами и работаем над их разоблачением.
На днях в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ, на которой парламентская ассамблея уже приняла ряд резолюций в поддержку Украины. Так, 26 июня стал чрезвычайно насыщенным, ведь на повестке дня была Украина. Страна, которая уже третий год противостоит полномасштабному вторжению российского агрессора, стоит на защите своей независимости и суверенитета. Страна, в которой ежедневно гибнут люди, разрушаются объекты инфраструктуры и культурного наследия. Страна, в которой кремлевский диктатор ежедневно пытается уничтожать национальную идентичность и самосознание народа. И это все о многострадальной Украине, которая противостоит имперским амбициям Путина, сдерживает наступление российских оккупантов, не позволяя им продвигаться далее в Европу. О важности поддержки Украины и о необходимости сплоченности в вопросах противодействия российскому диктатору и кремлевской агрессии осознает все больше стран и международных организаций. Об этом свидетельствует ряд принимаемых позитивных решений в направлениях поддержки украинского народа. Так, парламентская ассамблея на своем заседании 26 июня одобрила 3 важных резолюции в интересах Украины. Резолюция о юридических аспектах агрессии, резолюция о роли санкций. Третья же резолюция посвящена защите культурной идентичности Украины от попыток ее искоренения во время военных действий и в мирное время. В ней осуждаются попытки России уничтожить украинскую культурную идентичность, что рассматривается как форма геноцида. Резолюция также призывает международное сообщество активизировать усилия по защите культурного наследия Украины и повысить осведомленность о масштабах культурных разрушений, вызванных войной. Приведу немного цифр того, как Кремлем проводится планомерное уничтожение культурного наследия Украины, масштабы которого не виданные со времен Второй мировой войны. Повреждено или уничтожено 2003 объекта культурной инфраструктуры, в том числе 711 библиотек, 116 музеев и галерей, 37 театров, кинотеатров и филармоний, а также 964 объекта культурного наследия Украины, в том числе памятников монументального искусства и архитектуры. ЮНЕСКО оценивает общую стоимость ущерба, нанесенного сфере культуры и туризма в Украине за последние 2 года почти в $3,5 миллиарда США. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была на $1 миллиард меньше. Принятая резолюция является важным шагом в направлении укрепления международного правопорядка и обеспечения мира в регионе. ПАСЕ выразила готовность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократию. А о том, что российская угроза действительно реальна для Европы, да и для всего мира, может говорить тот факт, что Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо они направили в ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Лидеры 4 стран, имеющих общие границы с РФ и РБ, заявили, что проект направлен на защиту 27 стран блока из 450 миллионов жителей. Речь идет о строительстве 700-километровой линии обороны. Предлагается строительство оборонительной линии в координации с НАТО. Так что Европа продолжает укреплять свои границы от войск Кремля. Ведь еще с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины стало ясно, что цели Москвы простираются далеко за пределы простого контроля над украинскими землями. Российский режим выражает имперские захватнические амбиции, стремясь изменить геополитический баланс в Европе и влиять на ситуацию в мировом масштабе. И пока Украина еще может противостоять Кремлю, держа на своих плечах всю Европу, международное сообщество продолжает усиливать предоставление срочной и значительной военной помощи Украине. Россия продолжает террор гражданского населения Украины, направляя ракетные атаки на жилые дома. 28 июня, в День Конституции Украины, Россия показала свое «уважение» в кавычках к украинцам, атаковав жилой дом в центре Днепра ракетами Х-69 самолета Су-57. Разрушены 4 верхних этажа, пострадали минимум 9 человек, включая 7-месячного ребенка. Это не первый удар по жилым кварталам. Российские войска уничтожают целые города и села, осознавая, что от этих ударов гибнут гражданские люди. Цель этих атак – деморализовать общество и заставить людей покинуть свои дома. С 24 февраля 2022 года россияне выпустили по Украине 9100 ракет и дронов.
Обстрел Днепра 28 июня циничен не только по сути, но и по символичности. В Конституции Украины говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. Для России же жизнь человека – это лишь расходный материал в их имперских амбициях. Российское руководство не ценит ни жизни своих граждан, ни жизни других народов, продолжая нарушать международное право. Остановить их может только международное сообщество, говорящее на языке силы, который они так хорошо понимают. Пока у Украины недостаточно средств ПВО, россияне будут продолжать цинично обстреливать мирное население. Россия будет продолжать убивать и калечить мирных людей, включая детей. Если Украина не сможет защитить себя, Россия оккупирует ее и продолжит свои ужасы. Кремль ведет геноцидную войну против Украины и, получив преимущество, не остановится. Победа над Россией – общий приоритет Украины и Европы. Только без постоянной угрозы с Востока Украина и Европа смогут строить мирное будущее. Украине жизненно необходима система ПВО, ведь без них Россия будет успешно уничтожать все на своем пути. Поставки военной помощи от западных стран помогают Украине выжить и бороться за свободу от тоталитарного нашествия. Украина стала щитом для других восточноевропейских государств, против которых Россия также имеет агрессивные планы.